Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас опять на канале Развития. И в предыдущем видео про пандемию я упомянула о списке. И людям очень хочется знать более глубоко, что же это такое. И я, в принципе, понимаю, почему. Потому что работа со списком, я это называю работа со своим высшим «я», это не просто какая-то психологическая работа над собой, но это углубленный такой бейсик для того, чтобы вы могли понять, что вы в жизни хотите. Давайте поподробнее. Значит, список высший я. Высшая я. Мы что с вами делаем? Мы с вами берем какой-то такой большой лист бумаги. Наверху пишем «Я», настолько, насколько у вас хватит вашей фантазии. Вы говорите себе одним словом, это должно быть прилагательное, значит, одним словом вы себе определяете, что же для вас самое главное. Я великолепная, я потрясающий, я самый лучший в этой жизни. Ну или просто высшее я. Потом вы отчеркиваете это все дело, как бы подчеркивая значимость. Знаки для Вселенной тоже каким-то образом важны. И потом вы начинаете планомерно расписывать, кто вы являетесь на сегодняшний день. То есть начинаете писать ваши характеристики очень подробно. На это может уйти 2-3 дня. Люди, с которыми я уже до этого работала над высшим я, у некоторых людей до 2-3 недель уходило на осознавание, кто же они. Самая обычная практика, что я рекомендую, ребята, поставьте этот лист где-то недалеко от вас или положите на него сверху карандаш, потому что вдруг вам что-то захочется стереть, и просто начинайте писать. В течение какого-то времени, у кого-то быстро, кто-то сядет сразу напишет, кто-то, может быть, ходил на какие-то психологические курсы, где вас уже учили составлять подробный список о себе. Что вы делаете? Вы просто планомерно пытаетесь осознать, кто вы сегодня. Причем вы выписываете не только хорошие ваши качества, но и плохие. Особенно вы выписываете, можете даже подчеркнуть, те качества, которые вы захотите в себе исправить. Это самое важное. Например, вот я помню из своего собственного списка, правда, так давно уже было, я писала, например, такую банальную вещь, как излишний вес. Как ни старалась, я никогда не могла прийти к какому-то своему такому весу, которым я бы была всегда довольна. И я написала себе излишний вес. И уже, как я в предыдущем видео объясняла, ставите стрелочку и пишите, как вы можете это исправить. И я написала свой идеальный вес, который я хотела бы, к которому бы я стремилась бы, И я написала, какие конкретно шаги мне нужно сделать для того, чтобы это достичь. Например, не кушать после 6, например, делать интервальное голодание, например, раз в неделю делать день очистки, то есть проводить на фруктах и кефире, может быть, даже вообще без фруктов. Соответственно, что? Вот на таком очень банальном примере, уж не говоря какие-то там психологические выкладки, как, например, работа со злобой, с раздражительностью, это очень сложно работать с этим. Все люди, которым я помогала из этого выходить, неуправляемый гнев это называется, это было очень сложно и для меня, и для них. Мы, конечно, победили, доброта наша все, но у некоторых людей, вот просто без преувеличений, на это уходили годы. Соответственно, значит, наша хорошая характеристика, например, я люблю помогать людям. Стрелочка помогать минимум 3 людям в неделю, например. Бескорыстно, безвозмездно. Это может быть звонок, это может быть какой-то, я не знаю, маленький подарочек, это, возможно, может быть акт какого-то сервиса, спросить человеку, чем я могу тебе помочь, или как я могу сделать тебя сегодня счастливой или счастливым. Это может быть незнакомец, это может быть кто-то в вашей семье, но если вы начнете делать улучшения в
плане вашей заботливости, да, то вы в себе раскроете неограниченное количество энергии улучшения этого мира. Многие люди думают, улучшить этот мир, это надо предотвратить экологическую катастрофу. Нет. Для того, чтобы улучшить этот мир, надо начать с самого, что ни на есть простого. Улучшите мир вокруг себя. Это ваши близкие, это ваши друзья, это незнакомцы, которых вы встретили на улице. Улыбнитесь им, скажите «доброе утро». Человек, конечно, от вас шарахнется, а потом скажете «да вы просто так хорошо выглядите» и пойдете дальше. Вот вы уже на секундочку, вы прервали мысли, может быть, не самые веселые этого человека, и человек пошел улыбаясь, и вы пошли счастливые, да? Соответственно, вот улучшить мир, начать улучшать мир, это настолько просто, вы даже не представляете себе. Вот такие вот маленькие вещи приводят нас к огромным результатам. Просто не пытайтесь всю какую-то проблему в вашей жизни начать фундаментально, глобально продумывать и уходить в какие-то вещи, там, дебри, и думать, это никогда не достижимо. Это неправильно, это неправда. На самом деле маленькими делами в этой жизни делаются огромнейшие дела. То есть списочек, вы поняли, да? Берем списочек, лист бумаги, на него карандаш и планомерно начинаем записывать где-то на видном месте. Не торопите себя и помните, в этот список, как это ни странно, вы всегда можете дописать что-то еще. Самое главное, не забывайте ставить стрелочку, потому что если вы просто написали список и не работаете, то, соответственно, ничего не получается. Вот это самое главное, потому что во что бы вы ни верили и что бы вы ни хотели, наши мечты – это то, что мы хотим. Но то, что мы делаем, наши дела, это то, что мы имеем в конечном результате. Соответственно, не пытайтесь начать что-то глобальное, просто начните с себя, и вы увидите, как ваш мир начнет меняться. Дальше что мы делаем? У нас есть календарь, нету, купили на стенку, потому что как только закончится формирование списка, начнется глубокая работа над собой. А именно, каждый месяц, вот в первых числах, вы просто выбираете 2 наиболее важных для вас пункта. Один положительный, другой отрицательный. Почему? Потому что создать нужно противовесы. Нельзя, например, сказать, я хочу работать 2 положительных моментов в себе, да? Нельзя, потому что вы немножко улетите в сказочку. Ой, как все хорошо, ой, как все замечательно. А это не рекомендовано. Почему? Потому что я всегда говорю, надо работать над собой на противовесах. Или, например, вы выбрали 2 отрицательных момента в себе, и тогда вам будет казаться, что все плохо и все как-то очень нехорошо, может быть, даже недостижимо. Мы так делать не будем. Мы будем брать положительное, мы будем брать отрицательное и работать над этим одновременно. А поскольку на выходе у вас все будет положительное, то получается, что в конце месяца у нас вместо 1 отрицательного, 1 положительного, у нас 2 положительных. Берем дальше из списка и выбираем так, как вам хочется, как ваша жизненная необходимость от вас требует, что вам на сегодняшний момент кажется наиболее важным. Положительное – это то, что, может быть, вам сейчас хочется делать то, что у вас наиболее удачно получается, для того, чтобы на первых порах просто себя натренировать. Второе – отрицательное. Я всегда говорю, ребята, выбирайте самое жестокое что-то. Вот самое то, что разрушает вашу жизнь, разрушает ваши отношения, разрушает, к сожалению, например, ваш нормальный образ жизни. Почему? Потому что это надо остановить прямо сейчас. Прямо уже даже сегодня надо найти самое страшное и, возможно, даже не дожидаясь начала месяца, уже сегодня это взять и начать работать. Это я вам говорю про гнев. Гнев – это очень страшная штука. Это агрессия, это домашнее насилие, это то, что мы должны остановить прямо сейчас. И если у вас есть этот пункт, будьте добры, вот прям первым его список и стрелочку. Стрелочку.
что вы можете сделать? Первое. Самое, вот я прям очень благодарна одному человеку, который прямо сейчас сидит за камерой. Это мой самый лучший друг Джулия. Что она мне сказала? Самое важное, что ты сказала в предыдущем видео, это то, как мерить. Как мерить, делать или не делать. Вот как эту мотивацию смерить, как себя остановить. Представьте, что этот человек сейчас умрет. Вы будете на него выливать свой гнев. Вы будете его как-то поливать грязью. Вы захотите его ударить, вы захотите его накричать на него, да? И вот если вы поняли, что даже если я сейчас его убью, и мне будет все равно, то, наверное, не надо даже кричать на этого человека. Этому человеку просто нужно указать на дверь из вашей жизни. Кто бы он ни был, мама, муж, ребенок, близкий друг. Если человек вас разрушает как личность, к сожалению, с ним надо попрощаться. Перед тем, как попрощаться, всегда надо дать последний шанс. Может быть, даже один, может быть, два, может быть, три. Неважно, сколько вы дадите этому человеку шансов. Но не говорите, ты такой плохой, ты вот убила бы я тебя или убил бы я тебя. Нет, просто говорите, знаешь что, ты во мне вызываешь гнев. Пожалуйста. Вот мне настолько больно, я не хочу быть таким человеком. Я хочу быть человеком намного лучше. Пожалуйста, перестань меня выбешивать и хотеть тебя убить. Если ты это не прекратишь, мы попрощаемся в один прекрасный день. Пока у меня есть терпение. С этого момента все зависит от тебя. И тут вступит в силу закон противовесов. Человек, который вас выбешивал на гнев, тоже задумается. Извините, а я хочу уйти от этого человека? Может быть, тоже как-то надо себя немножко присмирить, усмирить. И вот с этого момента вы уже начинаете работать вдвоем. А вдвоем любая задача гораздо веселее и гораздо проще решаема. Соответственно, это вот один такой самый, наверное, важный пунктик. Почему? Потому что неконтролируемый гнев – это агрессия, это насилие, это физическое насилие. И это может привести и к смерти, и к тюрьме. Это как бы в наивысшей точке агрессии. Соответственно, если у вас это есть, прям первым пунктом. И прям начиная с сегодняшнего дня. Начинаем учиться держать себя в руках. Не помогает – успокоительное берем. Прям вот любыми путями, любыми средствами вы должны остановить себя, потому что вы разрушитель. Разрушитель – это даже не тот, кто с отрицательной энергией ходит по миру. Это тот, кто ходит и разрушает. Иногда позитивных людей. А их и так в мире немного. Собственно, за этим мы и создали этот канал для вас. Почему? Чтобы остановить распространение насилия, распространение отрицательного поля, мы должны выиграть, ребята. От этого зависит наше с вами самосохранение. Ну что ж, будут еще вопросы по списку, или, возможно, будут какие-то первые результаты. Идем в комментарии, пишем. Я для вас открыта. Это все для вас. Свыше только и ждут, чтобы вы пошли к ним. Там только и ждут, вот, имеющие уши услышат, имеющие глаза увидят. Пожалуйста, открываемся высшему своему «Я», с высшими силами работаем над нашим самым лучшим «Я». И сохраняем наш мир, наше общество. Оно у нас красивое. У нас, правда, очень-очень хороший мир. Давайте попытаемся его сохранить и сделать еще красивее. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы я знала, мы растем, наше общество людей, любящих развитие, саморазвитие и делающих этот мир лучше, растет. Пожалуйста, ставьте колокольчик. Чем больше будет колокольчиков, тем больше я буду понимать, что вы меня ждете. Понятно, там знают, что вы хотите развиваться. Я знаю, что я обязана свыше помогать вам развиваться. Дело только за вами. Пожалуйста,
комментарии, колокольчики, подписка. Давайте создадим общество развитых людей. С большим удовольствием. Люблю, целую. Хорошего вам дня.